Всем привет! Меня зовут Вероника, и мы с вами на канале «Все о узорах спицами». Сегодня я для вас подготовила очень красивый узор. Двухцветный, аккуратный, из вытянутых петель. Так смотрится его лицевая сторона. И вот так вот смотрится изнанка. Никаких протяжек, ничего нету. Данным узором можно связать разные изделия. Он довольно-таки универсальный. Раппорт данного узора составляет в высоту 8 рядов, в ширину 4 петли. При вязании поворотными рядами нужно набрать 4 петли, это петли раппорта, плюс 5 петель для симметрии и 2 кромочные. Если вы вяжете данный узор по кругу, кромочные петли и петли для симметрии вам не нужны. Запоминается очень быстро. Данный узор можно вязать не только двухцветный, а можно столько цветов использовать, сколько вам нравится. Если вам понравился данный узор, берем пряжу, спицы и приступаем к вязанию вместе со мной. На спицы я наберу обычным способом набора с помощью длинного хвоста 15 петель. 8 петель это петли узора, 5 для симметрии и 2 кромочные петли. Установочный ряд. Я провяжу все петли лицевыми. Первая кромочная петля снимается на протяжении всего вязания. И далее я вяжу все петли лицевыми. Последняя кромочная петля на протяжении всего вязания вяжется изнаночной петлей. Это наш установочный ряд нулевой. Мы его больше не повторяем. В раппорт узора этот ряд не входит. Далее идет первый ряд узора. В первом ряду мы присоединяем нить контрастного цвета. У меня это будет нить желтого цвета. Первая кромочная петля провязывается лицевой, так как у нас идет смена цвета. И далее я вяжу 2 лицевые петли. Это петли нашей симметрии. Следующую петлю я снимаю, не провязывая, рабочая ниточка за работой. Далее вяжу 3 лицевые петли. Вот смотрите, снятая петля. И следующие 3 лицевые петли, это считается раппорт узора в ширину. Повторяем. Снимаем, не провязывая петлю, рабочая ниточка за работой. Далее 3 петли вяжем лицевыми. В самом конце у нас остается 4 петли. 3 петли это петли симметрии. Одну петлю снимаем, не провязывая, рабочая ниточка за работой. И 2 лицевые. Последняя кромочная петля на протяжении всего вязания вяжется изнаночной петлей. Мы с вами провязали первый ряд узора. Далее у нас идет второй ряд по изнаночной стороне. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Далее у нас идут петли симметрии. 2 лицевые. Одну петлю, вот у нас идет сиреневая, мы ее также снимаем во втором ряду, только рабочая ниточка перед работой. Далее начинается раппорт узора. 3 лицевые петли. Далее также у нас сиреневая идет, мы ее снимаем, не провязывая, только рабочей ниточкой перед работой. По сути, желтые петли мы с вами провязываем лицевыми. Снятые петли, которые мы снимали в первом ряду, мы их также снимаем, только рабочая нить перед работой. Вот у меня идут 3 лицевые. Сиреневая петля, мы ее также снимаем, только рабочая ниточка перед работой. В самом конце петли симметрии 2 лицевые. И кромочная петля провязывается изнаночной. Мы с вами провязали второй ряд. И с этого края у нас теперь идут 2 нитки, желтая и фиолетовая. Чтобы больших протяжек у нас не образовывалось, мы в каждом лицевом ряду стараемся поднимать, вот перекручиваем фиолетовую ниточку. И продолжаем также вязать желтый, как мы и вязали ранее, первых 2 ряда. И с помощью того, что мы вот их перекрутили между собой, у нас не будет образовываться сильно больших протяжек. Вяжем 3-й ряд. Первая кромочная петля снимается, не провязывая. И далее вяжем 3-й ряд, так же, как мы вязали первый. 2 лицевые петли. Одну петлю снимаем, не провязывая, рабочая ниточка за работой. 3 лицевые петли. Одну петлю снимаем, не провязывая, рабочая ниточка за работой. Далее также 3 лицевые петли. Петлю снимаем, не провязывая, рабочая ниточка за работой. 2 лицевые петли.
Последняя кромочная петля провязывается изнаночной. Приступаем к 4-му ряду раппорта. Первая кромочная петля снимается, не провязывая. Далее вяжем 2 лицевые петли. И в 4-м ряду мы вот эти вот сиреневые петли, которые мы снимали все 3 ряда, мы их будем провязывать изнаночной петлей. Только смотрите, с лицевой стороны проверяем, чтобы петля у нас не получилась перекрученная, ровненько лежала на лицевой стороне. Далее вяжем 3 лицевые петли. У нас идет вот эта сиреневая петля, мы ее провязываем изнаночной петлей. Далее 3 лицевые, также 1 изнаночная, 2 лицевые и кромочная. Мы с вами провязали желтой ниточкой 4 ряда. Теперь нам надо эти же 4 ряда провязать только ниточкой сиреневого цвета. Берем вот сбоку ниточку сиреневого цвета. Первая кромочная петля провязывается лицевой, так как у нас идет смена цвета. И вяжем, вот у нас получается 5-й ряд, так же как мы вязали 1-й ряд. 2 лицевые. Далее вот желтую петлю снимаем, не провязывая. Рабочая ниточка за работой. Далее 3 лицевые. Петлю снимаем, не провязывая. Рабочая ниточка за работой. Далее 3 лицевые. Петлю снимаем, не провязывая. Рабочая ниточка за работой. Далее 2 лицевые. И кромочная. Переворачиваем на изнаночную сторону и вяжем 6-й ряд. Первую кромочную петлю я снимаю, далее вот фиолетовые петли я провязываю лицевыми, все желтые петли я снимаю, не провязывая, только вот в изнаночном ряду рабочая нить будет идти перед работой. Далее вот 3 лицевые, петлю снимаем, рабочая ниточка перед работой. 3 лицевые. Петлю снимаем, рабочая ниточка перед работой. 2 лицевые и кромочная. После того, как мы провязали 2-й изнаночный ряд, вот ниточку желтого цвета перекрутим с фиолетовой, чтобы она у нас поднялась и не было больших протяжек. И далее продолжаем еще 2 ряда вязать ниточкой сиреневого цвета. И 7-й ряд мы вяжем так же, как мы вязали 1-й ряд. Первая кромочная петля у нас снимается, далее вяжем 2 лицевые петли. Петлю снимаем, не провязывая, рабочая ниточка за работой. 3 лицевые, петлю снимаем. 3 лицевые, петлю снимаем, не провязывая. Далее в конце 2 лицевые и кромочная. И далее у нас идет 8-й ряд. Мы его вяжем так же, как и 4-й. Первую кромочную петлю я снимаю. Далее вот 2 лицевые, петлю желтую мы провязываем 1 изнаночной, 3 лицевые, 1 изнаночная, 3 лицевые, 1 изнаночная, 2 лицевые и кромочная. Мы с вами провязали 8 рядов в высоту. Это составило раппорт узора в высоту. У нас вот таким вот образом получается наш рисунок. Смотрите обязательно, чтобы вот эти вот вытянутые петли не получились у вас перекрученные. Таким же образом повторяем с 1 по 8 ряд, чередуя цвета. Получается 4 ряда мы вяжем одним цветом, и с 5 по 8 ряд мы вяжем другим цветом. На такую высоту, которая вам необходима. Если вы хотите вязать данный узор по кругу, смотрите, каким образом он у вас будет выглядеть. Петель кромочных и для симметрии у вас, соответственно, не будет. Только 4 петли — это петли раппорта. Начинается узор вот. 1 петлю снимаем, не провязывая, рабочая ниточка за работой. Далее 3 лицевые петли. Петлю снимаем, не провязывая. Далее 3 лицевые петли. И так мы вяжем наш круг до конца. 1 петлю снимаем, не провязывая, 3 лицевые петли. 2-й ряд. 1 петлю снимаем, не провязывая, рабочая ниточка за работой. И во 2-м ряду мы вяжем 3 изнаночные петли. 1 петлю снимаем, не провязывая, рабочая ниточка за работой. 3 изнаночные петли.
И таким образом продолжаем вязать наш рисунок до конца круга. Третий ряд будет у нас так же, как и первый. Петлю снимаем, не провязывая, 3 лицевые петли. Петлю снимаем, не провязывая, 3 лицевые петли. И таким же образом мы вяжем круг до конца. Петлю снимаем, не провязывая, 3 лицевые петли. Далее четвертый ряд. У нас идет вытянутая петля, которую мы снимали 3 ряда, не провязывая. И мы ее вяжем именно в четвертом ряду одной лицевой петлей. Далее 3 изнаночные петли. Фиолетовую петлю мы ее провязываем одной лицевой петлей. Далее вяжем 3 изнаночные петли. И так мы вяжем наш круг до конца. Далее получается 5, 6, 7 и 8 ряд мы вяжем так же, как мы вязали первые 4 ряда, только ниточкой другого цвета. Если вы провяжете побольше раппортов и повыше, у вас получится вот такой красивый узорчик. Если вам понравился данный узор, поддержите меня лайком. Если вы не подписаны на мой канал, обязательно подпишитесь. А мы с вами встретимся в новом видео. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.